Привет! Тут уютное подземелье. Я Макс, и здесь я рассказываю об играх, моих причинах любви к ним и не только. ДНД — это настольная ролевая игра, заслужившая статус не просто культовый, а практически легендарный, и для многих ставший практически именем нарицательным и синонимом НРИ в целом. У нее огромная аудитория по всему миру, и за свою длительную историю развития она успела породить много клонов, конкурентов и просто вдохновить дизайнеров на создание своих игр. Но делает ли статус данную игру настолько безукоризненно идеальной? Я считаю, что нет. И именно этому, заставляющим мои зубы скрипеть от злости и раздражения проблемам, которыми полна последняя редакция ДНД, посвящено данное видео. Сейчас я пройдусь по любимому многим. Так что приготовьте свои тухлые помидоры и яйца. Но не забывайте, что это лишь мое мнение, которое я никому не навязываю. Знаешь, что я сейчас сделаю? Что? Я тебе в глаз дам. Хотя нет, я отсижу в тюрьме, выйду и зарежу тебя. А также прошу обратить внимание, что то, что я называю проблемой, является таковой только для меня. И для многих это будет только плюсом. Итак, поехали. Мой антитоп того, что мне не нравится в ДНД. Если вам когда-либо приходилось играть с новичками, то вы знаете, что абсолютно все, каждый из них рано или поздно спросит и переспросит, а затем, возможно, спросит еще раз о том, сколько у него действий, чем бонусное отличается от свободного, что такое заговор и как пользоваться заклинаниями, откуда их брать, что такое ячейки, чем заклинание отличается от способности, как ими пользоваться и так далее. И, естественно, даже если игрок изучил правила по книге, без практики и помощи мастера ему никак не разобраться и не запомнить все нюансы игры. И в том случае, если мастер играет не с одной сыгранной пачкой, то он просто как попугай вынужден повторять снова и снова буквально одни и те же вещи. Да, это будет неправда, если я скажу, что проблема порога входа в игру у ДНД принципиально выше, чем в других системах. Но на моем опыте именно с ДНД возникает больше всего вопросов и сумятицы как у новичков, так и более опытных игроков. Но это только 5-е место в нашем списке, так что не будем надолго останавливаться на этом. Далее по нарастанию проблемы и моих претензий идет тот факт, что в игре нет баланса между классами, подклассами, а также заклинаниями. С вероятностью 99,9% вы так или иначе видели все эти тир-листы с подклассами, гуглили, какое заклинание самое сильное на том или ином уровне, слышали возмущения на тему ванильных следопытов, а также, скорее всего, вы либо обожаете, либо ненавидите и избегаете котел Таши со всякой всячиной, и вы сами прекрасно знаете, по какой причине. И в этом не было бы абсолютно никакой проблемы, так как мы в первую очередь играем в ролевую игру. Но признайтесь, наверняка же в вашей жизни был соблазн сделать при создании и прокачке персонажа выбор не в пользу того, что нравится с точки зрения нарратива, а в пользу того, что кажется более сильным. А если нет, то у вас наверняка был мастер или соигрок, который отговаривал вас брать тот или иной подкласс, вроде повелителя зверей, алхимика или монаха пути 4 стихий и так далее. Или даже вас никто не отговаривал, но банально по ходу игры вы смотрели на то, как ваш союзник разрывал толпы врагов, пока вы едва могли сделать хоть что-то полезное на поле боя. Да что тут говорить, признайтесь, кто из вас, полкастеров, не взял огненный шар, когда появилась такая возможность? Вот то-то и оно. И именно за таких вещей каждый игрок в ДНД в той или иной степени превращается в минмаксера-манчкиниста, который создает персонажей, исходя из условной меты и силы, а не собственных предпочтений и желания отыграть тот или иной класс и архетип. Меня вот в свое время отговорили от бушующего в бою варвара, потому что 1к4 урона от шипов — это смехотворно, да и правила по захватам не работают так, как многим бы хотелось. И да, правило по захватам не единственное правило, которое может многим не нравиться. И поэтому мы переходим к 3-му месту в сегодняшнем списке. Правила, которые игнорируют или переписывают абсолютное большинство мастеров. Применение зелий действием, урон от падений, захваты, броски, толчки, обезоруживание и прочие боевые маневры, прыжки в длину и высоту, необходимость рационов и комплектов целителя, ванильные правила по владению инструментами, монеты, различный их номинал и вес, вес предметов в принципе, темное зрение и многое-многое другое. Вы, ваш мастер и игроки вообще знаете, как работают эти правила?
Если да, вы точно ими пользуетесь? Вопрос, разумеется, риторический, потому что, скорее всего, мы все с вами знаем ответ. Конечно, эти и многие другие вещи активно переписываются и хоумбрюшатся. Но от такого подхода есть один маленький нюанс, о котором я скажу ближе к концу видео. Потому что сейчас я скажу о следующей проблеме. Многие расы играются абсолютно одинаково. Я не говорю сейчас о подыгрыше, как дварфы на ваших играх вечно чешут и поглаживают свою бороду, эльфы напоминают всем, какие они высокие и великолепные, орки и драгонборны вечно на всех скалятся и флексят своими мышцами, а тифлинги виляют своими демоническими хвостами и полируют рожки. С этим все ясно, но что насчет механик? И я не говорю о прибавках к характеристикам. К слову, и это правило некоторые мастера игнорируют, позволяя игрокам выбрать расу, исходя из собственных предпочтений, а не потому, что им кровь из носу нужно получить +2 к мудрости или любой другой характеристике. То насчет особенностей, которые реально влияют на игру. Знание камня и устойчивость к ядам у дварфов? Серьезно? Много кому это реально пригодилось и было интересно этим пользоваться. Много вы видели драгонборнов, которые используют свое дыхание? Не связано ли это с тем, что оно отсасывает у половины атак и заклинаний, делая такой ход чуть ли не одним из самых бесполезных у персонажа? А что насчет храбрости у полуросликов? Преимущество от страха? Вау, звучит солидно. Темное зрение у абсолютного большинства базовых рас? Получше ничего не придумали. Ладно, заканчиваю ерничать. Я думаю, вы и так поняли, что я имею в виду. На определенных этапах игры не имеет абсолютно никакой принципиальной разницы, к какой расе принадлежит ваш персонаж, так как механически это абсолютно ни на что не влияет. И это грустно, потому что в фэнтези-игре с разнообразием рас эти самые расы ощущаются просто как скинчики. Приятно, конечно, что можно посмотреть свысока на дварфов и поблестеть чешуей на солнце, но лично мне такого различия мало. И прежде чем я перейду к первому месту в моем антитопе, еще одна вещь, достойная моего упоминания, но не вошедшая непосредственно в него. Аналогично расам, которые принципиально не отличаются друг от друга, мне не нравится оружие, которое не делает абсолютно ничего, кроме того, что определяет кость урона и определяет модификатор для атаки. Между двуручным мечом и молотом абсолютно никакой разницы с точки зрения механики, так же, как между, например, скимитаром и коротким мечом, или серпом и дубинкой. Нет, разумеется, внимательный игрок может мне легко возразить: а ничего, что у них отличается тип урона? Да в общем-то и в самом деле ничего, ведь механически очень мало в каких случаях тип урона от немагического оружия влияет хоть на что-то. Савамеду, бихолдеру, зомби, гигантской осе, кучке бандитов и еще тонне существ из бестиария абсолютно все равно, колют их, режут или дробят. И, кстати, много вы видели персонажей, которые активно используют кнут или, например, цеп. Ну и, наконец, последнее, а точнее, почетное первое место в моем списке ненависти занимает барабанная дробь, затянутые боевки. Я прихожу играть в настольную ролевую игру, а не в варгейм на 6 персон, где каждый раунд затягивается минут на 10-15, пока каждый совершит свои действия. И ладно бы это было что-то красочное и интересное, но нет, в большинстве случаев все сводится к тупому обмену ударами и казино на выкидывание нужного результата на кубах на попадание. Мне не нравится, что боевые энкаунтеры в ДНД можно играть часами. А если это какой-то босс-файт на высоких уровнях, то там просто всю сессию можно в боевке провести. Мне это не нравится, мне это не интересно. Это безумно утомляет и просто отбивает какое-либо желание отыгрывать и погружаться, потому что если еще каждый будет подробно описывать, как именно его персонаж двигается на 15 футов и атакует своим длинным мечом на +1, а в какой ад это все превращается, если после этого еще 10 разбойников 10 раз бьют одинаковыми скимитарами и стреляют одинаковыми болтами из одинаковых арбалетов. Лично для меня это просто превращается в натуральную пытку в ожидании моего хода. И кто-то может быть даже удивится, мол, а что, разве бывает иначе? Друзья, бывает. Не буду ходить далеко и обращусь к одному из моих любимых правил из 5-й редакции «Вампирского маскарада». Это так называемое правило 3 ходов, которое на самом деле правило 3 раундов. И вот что о нем пишут сами авторы. Мы настоятельно рекомендуем завершать конфликты примерно за 3 хода, за исключением тех случаев, когда все хотят продолжить.
При большом количестве проверок сюжет развивается медленнее. Кроме того, с каждым броском игральных костей все сложнее описывать результат так, чтобы это было интересно. Я с этим полностью согласен. А если вы нет, я готов с вами зарубиться до крови в комментариях. Если вам хватило терпения досмотреть до этого момента, вы скорее всего готовитесь строчить комментарий о том, что автор дурак, ничего не понимает, и вообще это никакие не проблемы, и вообще я или мой мастер уже все это решили с помощью домашних правил и прочей хуумбрятины. Может быть и так. Я в этом даже не сомневаюсь и никак с этим не спорю. Но вот нюанс. Если столько вещей приходится переделывать под себя, переписывать, дополнять, а вы точно хотите в ДНД играть? Может, стоит не над пятеркой издеваться, а попробовать другие системы? Другие редакции той же ДНД, в конце концов. Поймите, несмотря на все мои претензии, мне нравится ДНД. Я и сам продолжаю ее водить время от времени. Но я не ограничиваюсь только ей. Я ищу те системы и те игры, правила которых мне нравятся. Системы, которые подходят для той или иной истории или сеттинга, которых я хотел бы реализовать. Так что, друзья, чем городить тонны домашних правил вокруг несчастной пятерки, может, стоит все-таки попробовать что-то новое? Ну или признайтесь уже себе, что вы уже давно не в ДНД играете, а пишете свою авторскую систему или хак. Что ж, надеюсь, основная моя идея была услышана и дошла до нужных ушей. Спасибо за просмотр, не мучайте пятерку, играйте в хорошие игры и пока!